Здравствуйте, дорогие зрители, коллеги! Сегодня я хочу вам поделиться своим опытом, как образовать росток правильно и красиво. Это, конечно, по моему опыту, а в других вязальщиках по-другому они делают. Ну, кому как нравится, так и сделаете. А я вот это, по примере этой кофточки, я хочу вам показать свой росток. Что такое росток? Росток — это по нашей фигуре углубление передней части кофточки горловины, чем задней спинной части горловины. Вот это углубление обязательно надо делать, потому что по нашей фигуре обязательно передняя часть горловины будет глубже, и при одевании таких кофточек нам очень будет удобно. Вот сейчас я вам покажу свою кофточку и росток. Вот видите, сколько сантиметров, вы на сколько глубины хотите сделать росток передней части горловины, и обмерите. В моем случае росток сделан на 5 сантиметров. Росток вообще-то делается самым меньшим на 3 или 4 сантиметров. После вязания горловины, вот по моему практику, я росток отращиваю на счет передней части горловины. Вот здесь, вот видите, вот у меня идут манипуляции, и на счет этого у меня передняя часть горловины выходит вот так кругленькая и красивая. Вот насчет этого я вам все расскажу и покажу на практике. Вот на примере я сейчас покажу вам. Вот кратко я объясню наше распределение петли, сделать расчеты. Это я все подробно вам рассказала, на практике показала в предыдущем видео. Вы можете там посмотреть видео, и это видео вам будет более понятно. Я внизу, для вас оставлю ссылку это видео. Вот коротко, значит, сейчас в моем случае петли вот горловины я провязала горловину и уже маркировку отделила. В моем случае 60 петель, и мы вот делим на 3, 20 получается, 20 спинка, 20 перед, а 20 делим на 2, у нас получается 2 рукава. И потом, в второй схеме, мы выделяем петли на регланной линии по одной петле. Когда выделяем, вот это 20 останется 18. Вот. Потому что по одной петле мы отнимаем от 20. Рукава у нас неизменно по 10 останутся. И для росток мы отнимаем со спинки 4 петли и прибавляем наперед 4 петли. И в конечном счете у нас схема останется. Вот, значит, спинка у нас 14 петли, перед 22 петли, рукава по 10, и у нас регланные петли по одной петле. И у нас перед от спинки больше 8 петель. И это должно быть. И с обеих сторон у нас по 4 петли больше будет, и мы должны при ростке вот эти 4 петли сокращать и вязать, и у нас получится росток.
И сейчас на практике покажу, как сделать росток насчет переда горловиной. Вот в моем практике сейчас у нас вот я связала уже, приготовила горловину. Резинка 1 на 1. И мы отделила, вот так, когда поставим, как вот здесь поставлено, да, на схеме, вот так. Вот спинка, 2 рукава и перед. Перед я, чтобы отделилась, нам было заметно, я поставила красную маркировку. И одна маркировка у нас вот голубая нитка. Мы сейчас, когда начало ряда у нас начиналось вот отсюда. Мы один ряд провязали, поставили маркировки и дошли вот до сюда. Вот сейчас мы находимся вот здесь. Вот у нас нитка. А начало ряда вот здесь. Вот начало ряда. Вот хвостик у нас. Видно, что начало ряда. Мы так провязали, все свои маркировки поставили и дошли до сюда, вот до сюда. Мы продолжим вязать. Здесь оформляем уже, начинаем оформлять регланные линии. Я в предыдущем видео все я вам рассказала, показала на практике. И вы еще раз можете посмотреть, и вам более будет понятнее. Там подробно все сказано. И вот берем накид. Вот мы сейчас левую рукава начали вязать. И у нас регланная петля. Опять накид и продолжим вязать рукава. Опять доходим до маркировки. Здесь уже мы дошли до сюда. Вот голубой нитью, так через рукава мы уже дошли начало спинки. Здесь вот регланные линии. Мы здесь опять берем накид для оформления реглана. Вот регланная петля, опять накид. Мы вяжем спинку. Вот, закончили спинку. Опять берем накид. Регланная петля, опять накид. Мы уже провязали до сюда. Спинку закончили, вот мы дошли до сюда. Опять продолжим. Вяжем сейчас правую руку, рукава. И
мы доходим, уже приближаемся к регланной линии вот здесь. Вот. И у нас, чтобы оформление росток, мы пользуемся укороченными рядами. И у нас, вот сейчас мы пошли вот так. Укороченными рядами придем. Мы укороченными рядами, как я сказала, я по своей практике делаю на передней части горловины. Вот, передней части горловины, значит, 4 петли мы должны сокращать с обеих сторон. Одну петлю сокращаем, одну петлю провязываем. Вот сейчас я вам покажу. Вот мы дошли до этой петли. Берем накид, петля регланная, накид. И я одну петлю сокращаю. Вот так сокращаю. Уже мы перед начали. Вот красная нитка, да, у нас показывает перед. Одну петлю я сократила, одну петлю я провязала. Теперь мы пойдем обратно. На изнаночной стороне, значит, мы вяжем все накиды, все петли изнаночно. Так, значит, берем петли, первую не провязывая, следующую начинаем провязать. Накиды, все петли будем провязывать изнаночно. Так, продолжим вязать. Мы уже идем по этой линии. Здесь одну петлю уже сократили, вот правую сторону. И мы уже идем по этой линии на левую сторону переда. До левой стороны переда. Вот мы провязали обратно с изнаночной стороны. Этот ряд провязали, и мы дошли вот до сюда. И я сейчас покажу теперь, как мы сократим с левой стороны передней части горловины. Вот здесь. Я еще раз повторяю. Мы сейчас образуем росток, выращиваем росток. Значит, вот мы дошли до голубой маркировки. Накид. И у нас начинается перед. Вот красная нитка у нас обозначена перед. И мы здесь сейчас находимся вот здесь. Мы должны сократить одну петлю спереди. Сейчас мы сократим. Значит, вот это у нас это поправляем петли. И одну петлю мы сократили. И одну петлю следующую мы провязим. Мы же вот здесь опять сократили одну петлю. С левой стороны тоже мы сократили одну петлю. Мы опять поворачиваем нашу работу. Продолжим вязать с лицевой стороны обратно по этой линии. Вот. Вот по этой линии мы теперь будем провязывать. Здесь вот возле регланной линии мы опять берем накиды, провязываем, опять берем накиды и пройдем вот здесь. Сейчас я вам покажу. Так, значит, мы обратно начинаем лицевой стороны, берем нашу, когда поворачиваем, первая петля будет, это у нас при поворачивании, просто не провязывая, берем на спицу и начинаем вязать.
Опять вот накиды перед регланной петли. После регланной петли тоже накид. И продолжим вот таким образом. Вот мы дошли вязать до сюда. Вот до сюда. Вот берем накид. Регланная петля, берем накид. Вот теперь у нас начинается опять перед. Вот мы провязывали. В прошлый раз мы здесь сократили 2 петли. И вот эту петлю мы опять с этой сократим. Вот так 2 петли мы вместе вяжем. Вот еще одна петля у нас сократилась. И следующую петлю мы провязываем. Вот у нас с правой стороны еще одна петля у нас сократилась. Вот здесь, значит, одна петля сократилась, еще раз одна петля сократилась. Мы же сократили здесь напереди уже 2 петли. Пойдем обратно. В обратном пути, как всегда, мы первую петлю берем на спицу, не провязывая, начинаем вязать со второй петли. И все накиды мы провязываем изнаночными петлями. И мы уже начали вязать. Сейчас по этой линии пришли, одну петлю мы сократили. Теперь мы опять пошли изнаночно. Вот так. Пойдем и доходим на левую сторону передней части горловины. Вот опять мы приближаемся к передней части горловины. Накиды. Регланная петля и опять накиды. Вот у нас начинается с изнаночной стороны опять передняя часть горловины. Это красная мерка. И провязываем. И у нас вот эта последняя петля предыдущего ряда, который мы пошли обратно. Вот и с этим петлям мы вот эту петлю вместе провяжем. Сам по себе отделиться вот здесь. Вот так у вас большое расстояние будет здесь. Вот с этим петлям последнее и начало петли следующего мы так вместе провяжем. И вот мы сократили одну петлю. И следующую петлю мы так провяжем. И мы уже поворачиваем нашу работу. Уже теперь пойдем мы на лицевой стороне. Вот теперь у нас с левой стороны опять у нас сократилась одна петля. Вот здесь, мы же вот здесь находимся, сократили, вот здесь уже одну петлю сократили, вот здесь тоже одну петлю сократили. Мы уже опять идем теперь опять правую сторону. Так, схематично я вам показываю. Вот так мы идем. Теперь в лицевой стороне, значит, первую петлю мы берем, не провязывая, со второго начнем. И опять на лицевой стороне мы возле регланной петли берем накиды. Вот регланная петля у нас. Опять накид. И вот так во всех 4 регланной линии мы берем с обеих сторон накиды. И продолжим вязать. Продолжим вязать до передней части. Вот опять мы дошли до переднюю регланную линию. Берем накид. Опять накид. Вот у нас опять начинается перед.
вот здесь. Опять мы должны сократить одну петлю. Значит, доходим, где мы в прошлый раз, последний раз здесь сократили, вот здесь последнюю вязали последнюю петлю и начало петли. Вот здесь уже видно будет расстояние большое, еще раз повторяю. И мы вот это поправляем, вот эту петлю, чтобы смотрели. И вот так сокращаем. Опять одну петлю мы сократили. И одну петлю провязываем. Вот здесь мы опять одну петлю сократили. И в правой стороне одну петлю мы сократили. Опять мы поворачиваем нашу работу. Как всегда, мы первую петлю не вяжем, берем правую спицу и начинаем вязать. Теперь мы начали вот этот круг, полукруг у нас. Вот так мы провязываем, вяжем до левую сторону передней части горловины. Я еще раз напомню вам, что мы сейчас отращиваем росток. Вот мы провязали обратном пути изнаночно до голубой метки. Уже дошли опять перед горловиной. Накиды опять вяжем, и вот начался передняя часть. Вот мы вяжем изнаночно и опять доходим до этого последней петли предыдущего ряда. Вот видите, опять 2 петли вместе вяжем. Уже мы сократили еще одну петлю с левой стороны. С левой стороны одну петлю сократили. И следующую петлю провязываем. И уже пойдем опять поворачиваем наше дело, работу. И начинаем вязать лицевой стороны. Первую петлю мы возьмем без провязывания. И вторую начнем провязать. И вот так. Значит, мы дошли до сюда. Одну петлю сократили. И мы опять пошли повторно. Вот так. Опять идем повторно на правую сторону передней части горловины. И опять возле регланной линии мы берем накиды, чтобы не забудьте оформлять регланной. С обеих сторон берем накиды и продолжаем вязать лицевыми петлями нашу лицевую сторону. И мы доходим вот до переда. Дошли до сюда. Правую сторону передней части горловины. Опять сокращаем одну петлю. Сокращаем. Поправляем петлю. Сокращаем одну петлю. Мы уже все сократили 4 петли. Мы должны были сократить 4 петли. Мы же вот сократили. Правой стороны минус. Теперь, когда обратно пойдем, значит, вот это сократили и взяли одну петлю. Когда мы обратно пойдем, на изнаночной стороне последней петлю мы сделаем вот такую манипуляцию. Обязательно, чтобы здесь большое расстояние не было. И в следующем ряду, когда мы
провязываем, не образовалась большая дырка. Вот когда мы так сделаем нитку, да, здесь образуются как будто вот такие две ножки петли. Вот это вот так берем. Берем и вот так протянем. Протянем. И мы опять начинаем вязать. Опять начинаем вязать. И вот так в обратном пути уже начали мы идти левую сторону передней части. Вот мы дошли с изнаночной стороны перед. Здесь, как всегда, провязываем последнюю петлю предыдущего ряда. В следующем петле вместе мы сократили одну петлю. И вот с левой стороны тоже мы закончили сокращение 4 петли. Сократили одну, вяжем, и мы ужмем обратно. Когда мы последнюю вяжем, когда с правой стороне мы сделали последнюю петлю, таким способом здесь тоже мы такую манипуляцию сделаем. Для этого, значит, надо будет нам так взять петлю, так натянуть. Когда тянете, вот здесь появится вот две ножки петли, да? Видно, да, когда вот натянете. Вот. Еще раз покажу. Вот мы взяли последнюю петлю. И вот так нитку тянем. И у нас появляются две ножки петли. Так его все берем. Так натянули и берем на эту спицу. Берем, тянем и начинаем вязать. Это надо для нас, чтобы, когда мы здесь продолжим вязать, чтобы здесь, вот здесь большое расстояние не было, чтобы дырка не образовалась. Так мы продолжим вязать. Значит, возле реглана не забудем взять накиды. Вот мы дошли опять передней частью с правой стороны. Вот находимся вот здесь. Уже закончили сокращение петель. И уже мы продолжим вязать лицевой стороны уже по кругу. Вот у нас последняя петля предыдущего ряда, которую мы образовали вот такую две петелечку, две ножкой, да? Вот это мы провязываем вот так. Вот с левой рукой в сторону правую руку. Так провязываем. Берем нить. Еще раз я попытаюсь. Так провязываем. Берем нить. И вот так мы провязываем. И продолжим вязать по кругу. Уже лицевую переднюю часть горловины мы уже соединяем.
соединяем. И мы доходим до следующего вот ряда, который укороченные ряды мы сделали. Вот здесь мы опять вот так с правой стороны на левую руку так провяжем лицевыми петлями. Так возьмем две ножки вместе и провязываем. И по кругу. Теперь у нас идут все лицевые петли. Вот видите, как здесь так образовалось, чтобы никакие там, чтобы в укороченных рядах у нас расстояния или какие-то дырки там не образовались. Все получается вот так аккуратно. С этой стороны тоже покажу. Вот здесь мы, вот эта петля у нас, которая две ножками, да, вот у нас, видите, как совсем ничего не чувствуется, все плавленно пройдет друг друга петли. И вот так мы продолжим потом так вязать по кругу. А вот наше вязание в конечном итоге, друзья, смотрите, какой у нас росток красивый получился. Вот у нас перед, вот эта спинка у нас, две рукава, вот регланные линии у нас вот оформлено аккуратно и расширяют наши рукава, тело наше расширяется. И вот здесь у нас вот росток больше на 8 рядов, чем перед. Вот когда вот так сделаем, посмотрим, да? И у нас вот видите, какой у нас оформлено здесь вот круглая у нас передняя часть горловины. Вот это спереди, а вот это сзади. Вот. Если вам понравился, вяжите таким способом. И у вас горловина впереди очень получится кругленький, аккуратненький. Сколько хотите глубже сделать, можете еще глубже оформлять свою горловину вот так. Соответственно, сделаете соответственно расчеты и будете оформлять. И у вас вот так красивый росток получится. На следующем видео я вам расскажу, как вязать, как расчеты делать при треугольной горловине, V-образной горловине. Это немножко получается по-другому, но очень похоже. И обязательно я следующее видео приготовлю для вас именно по этой теме. Посмотрите, свяжите на удовольствие. До свидания, до новых встреч. Если понравилось видео, ставьте лайки и подпишитесь на мой канал. До свидания.